Сегодня у нас на повестке дня два связанных сюжета. Первый очевидный. Рубль на валютных торгах улетает сильно ниже 1 цента. Доллар подбирается к 120 рублям, проделав путь более чем в 10% за день. Второй. Заочная дискуссия уважаемых, безо всяких шуток, действительно уважаемых экономистов. На днях группа экспертов, самые значимые из которых Сергей Алексашенко и Владислав Иноземцев, выпустила доклад о состоянии российской экономики с однозначным выводом. С экономикой все замечательно, все маркеры прут вверх как не в себя. ВВП, промышленное производство, строительство, реальные доходы, молочные реки, кисельные берега. Крепкий тыл они это назвали. Мы было уже хотели на это ответить, потому что мы последовательно целый год задавали вопросы. А не является ли весь этот рост мнимым? Не пузырь ли это, накачиваемый бюджетом? Не иллюзия ли, в которую все поверили? Мы об этом много раз говорили, и не только в виде вопросов. Но тут буквально у нас с языка эту тему снял Константин Сонин. Мы ни в коем случае не будем рерайтить его ответ. Просто нам кажется очень интересным момент, когда вопросы, которые казались нам суперочевидными, которые мы повторяем целый год, попали в уста профильного эксперта. Ведь как будто бы никто, кроме нас и теперь Сонина, никто не видит главную проблему. Проблему, из-за которой рубль и находится сейчас в том состоянии, в котором находится. Сегодня поговорим о курсе рубля и о дискуссии вокруг состояния российской экономики, с которой вот прям совсем не все хорошо. Так вот, главная проблема этой позиции экспертов, позиции, что в российской экономике все хорошо, заключается в том, что очень многие независимые оценки состояния российской экономики почему-то исходят из предположения, будто инфляция находится на уровне 9%, как заявляет Центробанк. То есть, если в расчеты ставить цифру 9, то получается, мы имеем существенный экономический рост и отличное состояние ключевых промышленных отраслей. В таком случае приходится признать, российской экономике удалось совершить чудо. Выходит, что она получила удар от войны и санкций, потеряла очень много рабочей силы, но каким-то образом цветет и пахнет, как никогда прежде. Это, конечно, не так. И проблема в этой неверной оценке инфляции не только в том, что разные государственные агентства по-разному ее оценивают, но и в поведении самого Центробанка, который, заявляя инфляцию в 9%, почему-то выставляет ключевую ставку на уровне в 21%. Центробанк таким образом говорит: мы готовы платить вам эффективную доходность в 12% годовых. Мол, положите деньги в банк и без напряга, найма сотрудников, аренды помещений, без отчетности и с самыми минимальными из возможных налогами вы получите 12%. И это уже с вычетом инфляции. Чистый новый доход. Таких шикарных условий, такого зазора между ставкой и инфляцией нет нигде в мире. Такого не бывает. Кроме разве что Венесуэлы, где давно уже макроэкономическая катастрофа и где заявляемый уровень инфляции не имеет с реальностью ничего общего. Сонин это хорошо объясняет в своей статье. Он говорит, что ЦБ прекрасно же понимает, что никаких 9% инфляции нет и в помине, что она уж как минимум 15, а скорее 17. И если так, тогда все встает на свои места. Ведь если заменить в выкладках 9% хотя бы на 15%, выясняется, что никакого чуда-то не случилось. Ведь если вы растете на условные 12% при инфляции в 9%, то получается, вы реально растете на 3%. У вас все хорошо. Но если вы растете на 12%, а инфляция 15%, то вы не растете, а падаете. Выясняется, что нет ни роста экономики, ни роста реальных доходов, что все это иллюзия, созданная непрерывным потоком рублей, которые наводняют экономику. Это очень интересно и важно. То, о чем мы говорили, теперь начинают вслух заявлять профильные эксперты. Для больших процессов в политике и экономике такое запоздание совершенно нормально. Даже самые уважаемые и действительно квалифицированные эксперты легко попадают в ловушку тренда. Мы помним, что в начале войны не случилось моментального коллапса российской экономики. Даже наоборот, государство изо всех сил принялось накачивать экономику расходами, было готово всем за все платить и компенсировать все потери. Поэтому вместо искомого торможения мы получили вроде как рост очень бурный. С безумной скоростью стали расти доходы в военной и околовоенной отрасли. Взлетел рынок жилья, подогреваемый льготной ипотекой, а курс доллара к августу 2022 года отлетел ниже 60 рублей, к цифрам, которые много лет никто не видел. Бары и рестораны Москвы тогда делали выручку, которой прежде не было никогда. Все это видели вживую каждый день на улице. Экономика как бы расцвела, и все принялись ругать экспертов.
Дескать, вы же говорили, что война – это катастрофа для экономики. А нам прям глазами, безо всякой статистики, видно, что это не так. Что у нас тут новый 2007 с айфонами на треть дешевле, чем в Европе. Вы обещали апокалипсис, а наступило-то процветание? Новый ренессанс? Эта претензия явно читалась во всех вопросах к профильным специалистам. Профильные специалисты, будь они четырежды квалифицированы, тоже люди. И когда их активно тычут во вроде как очевидную ошибку, они будут стараться этой ошибки в будущем избегать. Из всех показателей, которые характеризуют состояние экономики, они будут выбирать те, которые говорят «все скорее хорошо, чем плохо», разумно полагая, что ошибиться в плюс лучше, чем в минус для репутации. В такие моменты совершенно нормально, что люди вдруг начинают в своих прогнозах доверять показателю инфляции, который дает ЦБ, и все свои расчеты делать исходя из него. Даже если эти 9% не бьются больше вообще ни с чем, и в реальности не могут существовать никогда и никак. Сонин тем временем приводит логически безупречные аргументы. Рассмотрим их и поговорим еще про то, что происходит, про политические последствия падения курса после небольшой рекламы. Уже третье столетие люди переезжают в Соединенные Штаты в поисках лучшей жизни. В конце 18 века это были французы, бегущие от Великой революции. В середине 19-го, во времена золотых лихорадок, приезжали старатели. Теперь же в США едут специалисты из самых разных областей. Очень много сейчас всяких иммиграционных программ, и вполне вероятно, что какая-то из них подойдет и вам. Оценить ваши шансы на переезд могут эксперты компании «Мигратор», причем на бесплатной консультации. Это единственная компания на российском рынке, которая гарантирует, вам одобрят петицию на американскую визу или вернут деньги в полном объеме. Это условие будет прописано в вашем договоре. С компанией «Мигратор» работают только лицензированные адвокаты со средним опытом работы от 15 лет. Среди них немало русскоязычных, что будет большим плюсом. Так не возникнет недопонимания при обсуждении разных бюрократических тонкостей. А если окажется, что у вас нет шансов визу получить, вам так и скажут, причем до заключения договора. Компания имеет более 2000 довольных клиентов и средний процент одобрения кейсов 95%. Создал компанию «Мигратор» предприниматель Алексей Пудов. Из-за ошибки иммиграционного адвоката он сам при подготовке визы в США потерял жену и не виделся с ней больше года. После этой ситуации он и основал собственную компанию, где ключевыми принципами являются честность и гарантия результата в договоре. По какой программе вы бы не хотели переехать? По визе талантов, если вы маркетолог, фотограф или, например, блогер. По рабочей визе или визе предпринимателя. Вам так или иначе понадобится помощь иммиграционного адвоката. В США попасть не так сложно, как многие думают. Записаться на бесплатную консультацию вы можете по ссылке в описании. Узнайте, какие у вас шансы на получение визы в США, эмигрируйте без проблем и с комфортом. Продолжим. Мы говорили о том, почему люди из всех показателей, которые характеризуют состояние экономики, начинают выбирать те, которые говорят, что все скорее хорошо, чем плохо. И почему это искажение? Так вот, Сонин тем временем приводит логически безупречные аргументы. Дескать, ну хорошо, вы так успешно переориентировали внешнюю торговлю на Китай. Но ведь Китай-то не вчера обрел государственный суверенитет. Вы его не открыли, как Америку. Китай давно существует. Возможность торговать с Китаем не новая, она была всегда. Просто это было одной из возможностей, наряду с Европой. И выбирали в пользу Европы, потому что с ней было лучше, выгоднее, лучше были условия. Не случилось никакого открытия новых, доселе невиданных рынков, которые должны привести к гигантскому росту. Просто раньше был выбор, и Китай не выбирали. А теперь выбора нет. Теперь у вас только Китай, но еще Индия. И с этими рынками вы будете работать на таких условиях, которые вам выставят, и никуда от них не денетесь. Все якобы позитивные показатели российской экономики на деле совершенно не позитивные. Рост промышленного производства – это рост производства штук, которые завтра взорвутся в очередной пятиэтажке и ничего, кроме смерти, не принесут. Нулевая безработица вызвана тем, что вы вытащили всю рабочую силу из экономики и частично заняли ее бессмысленным трудом, а частично вообще убили. А еще вас мигранты разбегаются в разные стороны. Кто-то потому, что вы им невыносимые законодательные условия выстроили, кто-то потому, что вы их без конца публично унижаете, а другие потому, что курс прет вверх, а их доходы тают. Формальное увеличение доходов у всех? Ну да, конечно, ведь людей нет. А тем, кто есть, приходится платить больше рублей. Сильно больше. Еще больше. У них от того ведь производительность труда не растет.
Они не производят больше ценных товаров, или товары эти более ценными не становятся, и услуги. У них просто становится больше рублей, которые тут же превращаются в спрос, раскручивая инфляцию, и стремительно теряют ценность. Все те позитивные маркеры, на которых российское начальство и те эксперты, что берут его данные, активно настаивают, на деле оборачиваются полным вздором. И сейчас мы хорошо понимаем, в какой степени это все вздор. Вот сейчас рубль обесценивается как не в себя. И Центробанк, который каждый раз в такой ситуации начинал все тушить ставкой, ничего с этим не делает. Хуже того, все понимают, что сделать он ничего с этим не может. Что ставка, как инструмент макроэкономической стабилизации, исчерпала свои возможности. И Эльвира Набиуллина не прискачет на белом коне стабилизировать курс. Это значит, что валютой надо закупаться прямо сейчас, а ее массовая закупка обрушит курс еще сильнее. Можно жить в иллюзии некоторое время. Если мы говорим про большую экономику с огромными ресурсами и, как у любой большой системы, огромной же инерцией, такое иллюзорное состояние может быть довольно продолжительным. Но невозможно жить в иллюзии всегда. И делать вид, будто война – это такое занятие, которое создает экономическую ценность. Что в подвалах Азовстали кто-то забыл сокровища Монтесумы, на которые вы тут, значит, теперь все гуляете. Невозможно делать вид, будто санкции – это лучшее, что случалось с нашей страной. Да, их можно обойти, вопросов нет. По Мировому океану уже целая эскадра теневых танкеров ходит. Но все эти практики с левыми танкерами, с фирмами-прокладками, с торговлей через посредников, с серыми счетами, они не бесплатные. Тут доллар с барреля нефти на взятке, тут доллар забрал себе посредник, тут пару долларов на комиссии банков, там чуть-чуть, здесь немного. И выходит, с этой бочки нефти вы получаете, может, и не глобально меньше, но точно меньше, чем было бы без войны, санкций, с белыми контрактами и прямыми платежами в евро из Европы. Может, для отчетности и хорошо, что вы заплатили 3 миллиона за контракт нового рекрута, а потом еще 5 миллионов гробовых. В экономике возник спрос на 8 миллионов, куплена машина, внесен первый взнос по льготной ипотеке, на цифрах все красиво. Но факт в том, что вы грохнули работника и вместо него напечатали 8 миллионов рублей. Опять же, из-за мощнейшей инерции люди какое-то время могут этого не замечать. Тем более может вести с внешними обстоятельствами, как с санкциями, которые не препятствовали притоку валюты в страну, но мешали, однако, оттоку. Но в конечном итоге экономика все равно обнаружит внутри себя гигантский навес бумажных рублей, которые на глазах теряют ценность и покупательную способность. Теряют покупательную способность с такой скоростью, что даже банковский депозит под 25% этого не покрывает. Куда отправятся все эти рубли? На валютный рынок. И на валютном рынке рубль быстро обнаружит. Его так много расплодилось, что на самом деле он очень далеко от равновесного значения. А желающих его продать, всех тех, кто видит, как лихо растут цены, их гораздо больше, чем покупателей. Падение рубля разгонит инфляцию еще сильнее, а люди попытаются сохранить деньги, продав рубли за какую-то более осязаемую валюту, что в свою очередь еще сильнее разгонит инфляцию. Самая большая опасность, которую, надо думать, все осознают в связи с ослаблением рубля, это отток вкладов из банков. Наши люди, когда доходят до дела, до их собственных настоящих денег, которые они зарабатывали и на которые живут, становятся в высшей степени рациональными. Когда люди относили в банк свои деньги под 20% годовых при долларе по 90, а доллар оперативно улетает под 120 и не останавливается, не нужно быть великим экономистом, чтобы понимать, класть деньги в банк невыгодно. Люди понимают, в конце своего депозита они получат на 20% больше нарезанной бумаги, покупательную способность которой невозможно вообще предсказать. Что надо снять все, пока можно снять без ограничений, и закупиться баксами, евроми, юанями, чем угодно, что не обесценивается с такой скоростью. Если такое произойдет, если все те рубли, которые ЦБ с таким усилием высосал на депозиты, решат уйти в свободное плавание, и люди с ними побегут кто куда, кто валюту менять, кто машины и телевизоры покупать, пока цены не выросли, тут уже кранты, ничем рубль не удержишь. Да, мы видели такое в черный вторник декабря 2014 года. Но тогда ЦБ мог взять все под контроль, прибежать и ставку поднять до гигантских на тот момент 17%. Но сейчас-то ставка – это мертвому припарке. Есть ли у ЦБ инструменты, помимо ставки, которыми можно как-то стабилизировать эту ситуацию?
Гипотетически есть валютные интервенции. Он может взять те доллары, евро, юани, которые лежат в резерве, и понести их на рынок, создать избыток предложения. Но это не инструмент макроэкономической политики. Валютные интервенции – инструмент оперативного вмешательства, чтобы курс не грохнулся вдвое за день, вызвав панику и аварийную распродажу, а ослабевал постепенно, проделав путь, который мог случиться за день, за несколько месяцев. Валютными интервенциями нельзя долго удерживать курс сильно далеко от равновесных значений. Резервы просто быстро закончатся, и продавать будет нечего. Интервенции – это лишь способ погасить панику в моменте. Чего бы ЦБ ни делал, он не может исправить глобальное положение вещей. Министерство финансов играет в другую сторону. Насыщай валютный рынок интервенциями, пытайся высосать рубли ставкой. Что толку, если бюджет будет тратить все больше, и если количество рублей, которые некуда девать, в экономике будут только расти? Причем чем выше инфляция и слабее рубль, тем больше придется тратить бюджету. Если существует ситуация падающего подтолкни, то она выглядит именно так. Безумная бюджетная политика военного времени разогнала инфляцию и ослабила рубль. И теперь из-за этого она должна стать еще более безумной. Потому что одно дело покупать комплектующие для ракет по 60 рублей за доллар, а другое по 120. Потому что те 200 тысяч, которые платят за службу на фронте, это совсем не те же 200 тысяч, что были 2,5 года назад. И если люди на фронте все еще нужны, то придется выплаты повышать и рублей еще в экономику добавлять. Они еще больше будут обесцениваться. Мы давно говорили о замкнутом круге, с которым ничего не сделаешь. Война так устроена, что чем больше ты платишь, тем больше ты еще должен платить. Забрав путевого обходчика из РЖД на фронт за 3 миллиона, ты не только наводнил экономику 3 мусорными миллионами, ты теперь еще и должен найти нового путевого обходчика за большие деньги, чем получал тот, кого ты в окоп отправил. И так с каждым расходом. Тратишь деньги, разгоняешь инфляцию и ослабляешь рубль, от чего должен потратить больше денег, сильнее разогнать инфляцию и еще ослабить рубль. Хорошего исхода у такой истории не бывает. Никакого надежного тыла нет. Политические последствия тут тоже интересные. Понятно, что работа Эльвиры Набиуллиной в нынешних условиях – это поддержание иллюзии стабильности. Понятно, что никому нет никакого дела, что она не волшебница, что невозможно обмануть объективные факторы. Рано или поздно ее ждет разговор, что это никуда не годится. Военка воет, что не может кредиты получать по таким ставкам, доллар улетает к небесам, а ЦБ ничего с этим не делает. Куда это годится? Выживать на своем месте, когда тебя склоняет во все стороны Чемезов, можно в одном случае, если начальник убежден, что ты творишь чудеса. А тут как-то чуда-то нет. И надо думать, что глава ЦБ, если все пойдет как есть, очень быстро попадет в ситуацию, где либо давай сюда чудо, либо передавай привет заместителям Сергея Шойгу и постарайся не мерзнуть в автозаке. Мы точно знаем, что есть огромное политическое давление внутри путинского окружения с тем, чтобы передать управление рублем в руки такие по-настоящему эффективных менеджеров, желательно с погонами под пиджаком, которые будут просто напрямую отстегивать наличные во имя военного производства и выкинут в окно все либеральные книжки по макроэкономике вместе с теми, кто их читал. Судьбу самой Набиуллиной и российского рубля спасала аура волшебницы, которая найдет выход из чего угодно. Но если она так не умеет, то там нужен крепкий хозяйственник с государственным мышлением. Какой-нибудь генерал Суровикин, например. И вот тут тоже конец наступит быстро. Пока ситуация выглядит именно так. То, о чем мы говорим последний год без перерыва, стало постепенно прорываться и у профильных экспертов. А теперь еще и на валютном рынке. Судя по всему, это сюжет, который всю обозримую перспективу будет занимать нас. Российская экономика будет постепенно осознавать, что ничего хорошего с ней не случилось. И это настолько же непредсказуемый в своем развитии, насколько интересный и важный процесс. Будем следить и будем, конечно, это обсуждать. До завтра.